Нет, мы русские, мы серьезные. Не смейся. Ну что ты все испортил? Я ничего не делаю. Привет, наконец мы вместе. Арина, И мой дорогой Астьер. это канал Мороз и Солнце. Если вы изучаете русский язык, этот канал для вас. Включаем субтитры и начинаем. Сентябрь. В России начинается новый учебный год. Это время, когда мы идем в школу или в университет. Даже те, кто никогда там еще не был. Почему не хочешь? Потому Почему? не умею писать. Так тебя научат. Уроки будешь делать каждый день. Сам не советую. Третий год, четвертый год учусь. 1 сентября в России – это особенный день. Я замечу, здесь это праздничный день. Все люди особенно красивые. Да, весь август они бегали по магазинам, покупали новую школьную форму, блузки, юбки, брюки. И вот 1 сентября они все это надевают. И все с цветами. Да, в школе есть такая традиция. Мы дарим цветы своим учителям. Только в первый раз или каждый год? Каждый год, каждое 1 сентября. И даже девочки дарят цветы. Да, все, и девочки, и мальчики. Итак, 11 лет ты учишься в школе, 11 лет ты даришь цветы. Но можно не только цветы, можно и конфеты, шоколад. У тебя есть фотография с 1 сентября? Она довольно смешная, мне здесь 6 лет. Мне кажется, у всех русских есть такая фотография. А, точно! На дня я переводил Бориса Рыжего, это русский поэт, я видел такую фотографию тоже. Здесь его сын Артем идет в школу. А у тебя есть фотография с 1 сентября? Нет, у нас нет традиции праздновать этот день. Мы идем в школу и на это все. Первый день это знакомство, учителя говорят, что нас ждет в этом году, а потом у нас уроки. Из необычного для вас мы начинаем учебный год в феврале. Для меня это так нелогично, даже не в январе, как в начале календарного года, а в феврале. Потому что январь это месяц, когда никто не работает, ничего не делает, только отдыхаем, потому что Новый год. Мы празднуем и в феврале идем в школу. Давай посмотрим, как это в других странах. 1 сентября приходят в школу не только в России, но и, конечно, в республиках бывшего Советского Союза. 1 сентября отмечают и в Бельгии, в Ирландии, в Польше, в Венгрии, в Китае, в Гонконге, Монголии, а также в Израиле. Во Франции 3 сентября, В Греции 11 сентября, в Румынии и Болгарии 13 сентября. в Египте с 15 по 24 сентября. Иранцы живут по персидскому календарю и в школу идут 22 сентября. Сингапур и Кения идут в январе. В Южной Корее за парти садятся 3 марта. В Японии 1 апреля. В Индии вообще в июле. Но несмотря на то, что время и традиции празднования учебного года у всех разные, нас объединяет одно. Мы все обещаем себе, что в этом году точно все будет по-другому, что в этом году мы точно будем лучше. Новая одежда, новые тетрадки. Каждый год я обещал себе, что в этом году я буду аккуратнее. Не хочу пачкать, не хочу рисовать в тетрадках. Но спустя несколько дней все это разрушается. А вы уже построили свои планы на этот учебный год? На эту тему прочитаем юмористический рассказ русского писателя Леонида Каминского. Рассказ называется «Новая жизнь». Юра лежал на диване, смотрел в потолок и мысленно ругал себя. Давно пора взяться за уроки, а я лежу себе и хоть бы что. Абсолютно никакой силы воли.
так и жизнь пройдет, а я ничего не успею сделать. Никаких открытий, никаких рекордов. Помню, где-то читал, что Моцарт уже в 3 года музыку сочинял, а я даже бабушке письмо сочинить не могу. И в школе сплошные неприятности. Взять хотя бы последний месяц. 2 раза проспал. По физкультуре пара. Забыл дома кеды. По литературе трояк. Не мог вспомнить, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Нет, так дальше не пойдет. Пора начинать новую жизнь. Прямо с завтрашнего дня. Что у нас завтра? Пятница? Нет, лучше с новой недели. Пропускаю 2 дня и сразу с понедельника. И никаких себе поблажек. Юра решительно вскочил с дивана, вырвал из тетради лист бумаги и стал писать. План действий номер 1. Начать новую жизнь с понедельника. Ежедневно вставать в 6 часов 15 минут. Купить гантели и делать зарядку с последующим обливанием ледяной водой. Исправить 2 по немецкому и изучить еще 2 иностранных языка. Приходить в школу за 10 минут до прихода учителя. Ответить бабушке на прошлогоднее письмо. Выяснить, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Юра отложил авторучку и внимательно изучил план. Хоть пунктов получилось маловато, он все же остался доволен. Ну что ж, доживем до понедельника. В понедельник Юра опоздал в школу. Нет, он не проспал. Наоборот, встал на полчаса раньше, чтобы начать новую жизнь по плану. Но легко сказать по плану. А где он? На столе его не было, на диване тоже. Юра искал его под кроватью, на шкафу, перевернул всю комнату, никаких результатов. План действий номер 1 как сквозь землю провалился. Ничего, успокоил себя Юра, трудности только закаляют силу воли. Он решительно вырвал из тетради лист бумаги и написал. План действий номер 2. Найти план действий номер 1. Начать новую жизнь с следующего понедельника. А на этом сегодня все. Желаем вам в этом году, наконец, выполнить ваш план. Сегодня как раз понедельник. Это время начинать. Пока-пока. Пока.